Привет, друзья! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Владимир Исаев, и у нас сегодня на обзоре педаль от компании Mooer Hustle Drive. По сути, что такое Hustle Drive? Hustle Drive — это маленькая и недорогая копия одного известного для нас перегруза. Это Full Tone OCD, обсессивно-компульсивного драйва. Маленькая копия. Мы, соответственно, сегодня не просто послушаем Mooer, но и сравним ее с оригиналом, послушаем, сильно ли они отличаются друг от друга по звуку. Органы управления у Mooer точно такие же, как и у OCD. Это, соответственно, ручка громкости, ручка тона, ручка драйва, регулирующая количество дисторшена, и переключатель High Pass, Low Pass, соответственно, какие частотки он больше пропускает, высокие или низкие. Давайте послушаем, как это все звучит. Стандартный сценарий использования OCD и подобных овердрайвов. Это не дисторшн, я бы не сравнил его с металлзоном. То есть на шкале от легкого тюбскримера, блюз-драйвера до металлзона он где-то все-таки ближе в первой половине находится. Здесь отчетливо много перегруза, но при этом абсолютно не играет так называемый чаг. Это когда вы с заглушением играете аккорд, такого метального звука не получается. То есть он все еще довольно мягкий. Подобная педаль больше подходит для рифов по одной ноте а-ля Rage Against the Machine и для, конечно же, игры стенок, игры аккордов. Например, так. Вот для подобных вещей. Соответственно, давайте послушаем, что делает каждая ручка. Ручки делают именно драйв. Можно накрутить где-то от таких минимальных позиций, на которых это будет прям уже совсем кранч. Стоит упомянуть, наверное, что без перегруза звучит примерно так. То есть это для игры таких открытых аккордов, когда нужно подкрасить звук. На серединочке, где-то там вот плюс-минус на серединке, самое, наверное, рабочее количество гейна для OCD находится. То есть вот такие вот похожие партии, такие прифанкованные, опять же, а-ля Rage Against the Machine, они всегда классно звучат на подобном звуке. И на максимуме, совсем на максимум поставлю, прям уж утрированно. Получится ли, например, пожужжать что-нибудь там по шестой струне а-ля рок, а-ля трэш. Честно говоря, нет, приходится как-то слишком сильно атаковать, играть супер некомфортно, приходится пытаться там слишком усердно высекать, потому что звук в целом ватный. Звук не для того, чтобы играть рок-рифы. Звук не для того, чтобы играть метал-рифы, он для того, чтобы играть рок-рифы. Он для того, чтобы играть совершенно, скажем, иную музыку, не металл. Для того, чтобы в роке добавлять перегруза. Что же делает у нас ручка тона? Ручка тона, как и всегда, добавляет или убирает высокие частоты. Она подбирается, на мой взгляд, под гитару и под усилитель, и особо ее больше не трогаю. Я во время песен, что я во всяком случае не трогаю никогда ручку тона на педали, на гитаре трогаю. Здесь, соответственно, в высоких позициях слишком много для моей гитары верха, для каких-то может быть и хорошо. Например, если у вас совсем басовитый Les Paul, вам это может понадобиться. В минимальных позициях
Ну, слышно, что уже совсем затемнил. Где-то чуть-чуть там, типа, без 5-12 мне нравится, как звучит. А что будет, если мы переключим high pass на low pass? Есть некоторое падение в громкости, но это, наверное, потому что высокие частоты через наш усилитель чуть-чуть ярче передаются. Можно это скомпенсировать ручкой громкости, она для того и нужна. На лоу-пассе чуть-чуть меньше высоких частот. Для какой-то гитары это будет интересней, для какой-то гитары это будет менее интересно. Если у вас страт, убирайте высокие. Если у вас Les Paul, добавляйте их. Если у вас что-то где-то посередине, слушайте внимательно. От этого будет, собственно, зависеть настройки. Ну что ж, теперь давайте перейдем к сравнению с OCD. Итак, мы все подключили. OCD справа, Hustle Drive слева. Есть ли какая-то разница? Ну давайте послушаем. Сначала OCD. А теперь Hustle Drive. Очень близко звучат, очень близко звучат. Давайте попробуем подкрутить немножко больше гейна и послушаем, что будет тогда. Немножко больше гейна, поехали. Поехали теперь OCD. А теперь меньше драйва, и давайте для интереса переключим на low pass и прибавим тон на каждом. И Hustle Drive. Ну что ж, очень интересно. На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, человека, сидящего напротив орущего комбика, у Hustle Drive чуть-чуть более яркий звук, то есть чуть-чуть больше высоких частот, однако он заметно мылит. У OCD этого мыла нет и чуть менее сочный и яркий насыщенный звук. Но мне кажется,
мне кажется, это один из моих упреков к Moore Hustle Drive, это то, что недостаток высоких частот у OCD получился из-за того, что заметно поджирает все-таки байпас, то есть выключенное состояние Hustle Drive, заметно поджирает сигнал у гитары. И это такой один большой, ну, на мой взгляд, большой факт, который стоит учитывать, если вы рассматриваете покупки Moore Hustle Drive. То есть сам по себе звук в целом, огонь, он очень похож по тембру на OCD, а за прайс, который, ну, несопоставимо отличается, получить такой же тембр, это дорогого стоит. Какой интересный каламбур получился. Однако, если хочется меньше мыла и больше читаемости, более такой благородный р, все-таки стоит заплатить за OCD. Плюс ко всему, на мой взгляд, Hustle Drive — это классная опция, если вам очень редко нужен подобный звук, если, условно, у вас большая часть концерта или на звуке почище, или, наоборот, более перегруженным. Если вы поставите Hustle Drive в разрыв какой-нибудь там вашего луп-свитчера, который переключает большое количество педалей, то байпас вас будет волновать от слова «никак». И тогда, собственно, использовать эту педальку становится и удобнее, и интереснее, и сам по себе звук будет, соответственно, всегда в кассу. Звук OCD очень-очень-очень юзабельный, очень классно сидящий в миксе, вы получите тогда из маленького корпуса. И плюс еще один момент, который стоит отметить, на мой взгляд, в разнице между OCD и Hustle Drive. OCD у меня был, и одна из вещей, которые я, например, делаю постоянно, и со всеми педалями, и с OCD в частности, это я ногой подкручиваю громкость. Здесь очень удобно, она сверху. Справа можно аккуратно подкрутить волюм, не трогая при этом все остальное мыском ботинка. Здесь, поскольку уменьшили корпус, почему-то можно было вынести вот сюда на большую ручку все, что угодно, решили вынести драйв. То есть это не тон, казалось бы, да, они попытались сохранить обычный стандартный лейаут, то есть стандартное расположение ручек между OCD и Hustle Drive, но нет, у Hustle Drive ручки расположены по-другому, драйв находится большой по центру, я бы поставил сюда громкость. Громкость все-таки более важная вещь, потому что во время концерта может случиться много всяких разных штук, из-за которых вам понадобится менять громкость. Например, не знаю, внезапно себя клавишник не слышит, и он прибавляет себе громкость, не задумываясь о том, что ты себя тоже перестаешь слышать. Или, не знаю, съехал чуть-чуть микрофон, из-за этого ты понимаешь, что в наушниках, микрофон у комбика, из-за этого ты понимаешь, что в наушниках что-то отваливается, началось все тише, надо поднять громкость резко. Или, не знаю, лампы разогрелись, нужно изменить громкость. Или просто ты решил, что ты сейчас хочешь соло. Короче, миллион причин, по которых доступ к ручке громкости — это важная вещь, которую лишился Hustle Drive. Можно прибавить гейн, тогда тоже будет громче, но тем не менее. Вот. То есть мое мнение таково. В целом педаль звучит очень похоже. За свои деньги она оправдывает полностью звучание, однако, OCD понятно, почему дороже. Понравилось ли вам звучание этой педали? И как вы относитесь к подобным бюджетным ремейкам известных эффектов? Пишите нам об этом в комментариях и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вы и сами все знаете. До новых встреч!
Понравилось ли вам звучание этой педали и как вы в целом относитесь к подобным бюджетным переизданиям известных, как сказать? Ну, как бы реплик. Известных эффектов. Реплик известных это не эффектов. реплика, реплика, если она Переизда- там один. Ну да, Закосом, можно сказать. Да. Как бы. ремейком. Да.